Доброе, солнечное, морозное зимнее утро. Какое хорошее настроение, как аппетит разыгрался. Как захотелось приготовить классную, согревающую, очень вкусную, очень питательную рыбную солянку. В отношении этой самой солянки в книгах путаница. Одни называют солянку вторым блюдом. Кто-то говорит, что солянка – это непременно суп. Я и хочу приготовить именно суп. Да не просто суп, а рыбную солянку. А для рыбной солянки у меня заготовлены суперпродукты. Осетровые головы, хребты и хвостики. Отличные хвостики. Я бы их так съел. Но очень уж хочется получить хороший, густой, так, чтобы губы липли, насыщенный бульон. Все это добро осталось у меня после приготовления рыбных пирогов. Вы не посмотрели этот сюжет? Вот здесь, опа, QR-код. Вот здесь, опа, ссылочка. Не успели посмотреть QR-код? Ничего страшного. Через минуту режиссер повторит. Приготовьте камеры ваших смартфонов. Навел на QR-код, и ты смотришь великолепный рыбный пирог, который я приготовил с копченой осетриной. Хочу предупредить, что я никогда не покупаю готовую копченую осетрину. Засаливаю и копчу осетрину я сам. Вот он, QR-код. Здесь все посмотрите. Но я использую исключительно прудовую осетрину. Я не покупаю так называемую дикую осетрину, потому что не хочу поощрять браконьерство. И пусть мне кто-нибудь рассказывает, мол, дикая рыба, она сильно вкуснее. Они просто не умеют готовить прудовую. А во-вторых, чем питалась эта дикая рыба? И какой химией она наглоталась в этих водоемах? Нет уж. Прудовая меня устраивает и по вкусу, и самое главное, по цене. Полюбуйтесь, 7-литровая кастрюля бульона. Из чего? Из того, что в любом ресторане выбросили бы в отход. Но я же вам все время говорю, что мы с вами можем готовить намного вкуснее, чем в большинстве ресторанов. Идите сюда поближе. Я покажу вам секрет. Во многих книгах с рецептами написано, мол, где надо взять корень петрушки. Ну нет корня петрушки, а есть корень сельдерея. Прекрасно, нарезали несколько ломтиков. Теперь точно так же несколько крупных ломтиков моркови. Точно так же лук, крупными, очень толстыми кольцами. И все это прямо на сухую сковородку. Вот она, не нужно ни 1 грамма масла. Выкладывайте овощи, коренья, клубни плоской стороной вниз. И понесли на огонь. Да огонь сразу посильнее, помощнее. Необходимо прижарить, припечь буквально до красного цвета. Может быть, даже до черноты эти овощи. Вы посмотрите, вы увидите, к какому результату это приведет. Зашипело, зашкварчало и раздался аромат. Что это означает? Это означает, что самое время перевернуть овощи. Ох, как красиво! Ох, как румяно! Вот оно, именно тот результат, о котором я вам говорил, что овощи необходимо припечь до карамелизации сахаров. О, вот как сказал! А вы понимаете, какой вкус придадут такие овощи бульону? Гораздо ярче, гораздо ароматнее, гораздо, как бы это сказать, бархатистее. Ну вот и все. Посмотрите, превосходно. А самое главное, очень вкусный, очень аппетитный запах. Огонь убираем. И я хотел бы обратить ваше внимание на то, что под кастрюлей с бульоном огонь у меня очень большой. Потому что я хочу получить именно что бульон, а не отварную рыбу. Ну, рыбы-то здесь как таковой ведь еще и нет. Для того, чтобы пена поскорее отошла, ложку соли. Впоследствии понадобится еще, но мы это всегда успеем сделать попозже. А пока что нам нужна всего лишь навсего 1 ложка для того, чтобы пена как можно скорее отошла. Ну, что я вам говорил? Ложка соли за минуту до вскипания, и вся пена поднялась. Внизу останется идеальный, чистейший бульон. Однако пену надо снять очень аккуратно. Полюбуйтесь. Вообще солянка относится к заправочным супам, и многие повара считают, мол, чистота бульона для солянки не обязательно. Для солянки-то оно, да, оно может быть и не обязательно. А вот для моей души обязательно.
овощи, припеченные овощи опускаем в бульон. А посмотрите на сковородку. Нравится вам такая сковородка? А ведь эта сковородка мне сейчас пригодится. Ее помыть надо. Но дело в том, что к сковородке припеклись овощные соки. Те самые, которые закарамелизировались. И это превосходно. Мы сейчас отольем в сковородку часть бульона, сковородку на огонь, и сковородка будет чистая. И бульон получится еще вкуснее. Необходимо пройтись лопаткой по дну сковородки, поднять припек, дать ему раствориться и обратно в кастрюлю. Посмотрите на цвет. У нас весь бульон получится вот такого золотистого, очень красивого цвета. А что еще полагается в бульон? Разумеется, лавровый лист и черный перец горошком. И разумеется, для моей сегодняшней солянки копченая рыба. Ох, какая красота! Вот это брюшко осетровых. Жесткое, не укусишь, но оно переполнено вкусом. Это просто вкусовая бомба. Полюбуйтесь, с тиши капает янтарный жир. Ее отправляем целиком. А вот здесь, на хвосте, граммов 200 превосходной рыбьей плоти. Шкура в тарелке не понадобится, а вот эта осетрина в тарелочке мелкими кубиками, так, чтобы в каждой ложечке попадалась вот эта маленькая вкусовая бомба. Вот это будет хорошо. А вот оставшуюся шкуру да плавник я опущу в бульон. Они тоже дадут превосходный навар. Полюбуйтесь бульоном. Золотистый, ароматный. Если попробовать, губы уже склеятся, как будто бы это холодец горячий. Однако, почему же этот суп называется солянка? Некоторые считают, мол, потому что там очень много соли. Ну да, соленые огурчики в солянку полагается порезать. Однако я предполагаю, что солянкой этот суп назвали потому, что он готовился из разносолов. Представляете себе, вчера гулянка, вчера большой, так сказать, банкет домашний, и осталось очень много всего. Остались мясные разносолы и остались рыбные разносолы. Вот из рыбных-то разносолов и готовили рыбную солянку. Ну, а там уже что еще по мелочи на столе. Например, соленые огурчики, оливки, каперсы. Словом, всякая разная закуска. Все пошло в дело. А из свежих продуктов, если что и понадобится, то граммов 50 хорошего сливочного масла. Это удивительно. И для ухи, и для рыбной солянки сливочное масло подходит лучше, чем растительное. Но когда готовят уху, сливочным маслом приправляют уже готовый суп. А когда готовят солянку, на сливочном масле пассируют некоторые овощи. Например, лук. Лук опускаем в сковородку первым. Он будет пассероваться довольно долго, до приятного золотистого цвета. Красиво, очень вкусно обжарить лук – это залог успеха подобного рода заправочных супов. Но в солянку помимо лука добавляют муку. Для чего? Для того, чтобы суп получился погуще. Вы поймите правильно, не сытнее, а именно погуще. Густые супы лучше обволакивают продукты, лучше передают вкус основы, вкус самого бульона продуктам. Кроме того, вот эти густые, как бы слегка киселеобразные супы лучше обволакивают наши вкусовые сосочки. И от этого вкусы воспринимаются гораздо ярче. Вот здесь у меня совсем немного бульона, который я отделил из кастрюли. Для чего? Для того, чтобы разбавить нашу пассировку. Именно сейчас. Полполовничка. Посмотрите, видите, что происходит? Моментально все загустело, моментально все запахло. И теперь самое время опустить томатную пасту. Томатную пасту тоже надо обжарить. Обжаривать мы ее будем в серединке, а лук и муку раздвинем к краям. Томатная паста. 2 ложки, потому что кастрюля у нас большая.
И солянка, соответственно, очень большая. Пасту растереть, дождаться изменения запаха. Вот так. Еще немного. Тщательно проходить по дну, поднимать припек, пока не пригорело. Вот теперь еще один половник бульона. И всыпаем в пассеровку нарезанные огурцы. Будете смеяться, но огурцы можно жарить, огурцы можно тушить. И нет лучшей компании для тушеных огурцов, чем огуречный рассол. Целый стаканчик. Пригодился. Приближаемся к финалу. Вот рыба, форель. Чистое филе, ни одной косточки. А это кастрюля, в которой будет довариваться наша солянка. Смотрите внимательно, что сейчас будет происходить, потому что у меня совсем не будет времени все объяснять. Итак, пассеровка, сгущенная пассеровка. Переливаем ее в кастрюлю. В эту же самую сковородку наливаем немного бульона. Бульона, в который мы будем припускать чистовую рыбу. Форель. Я поясню, не жарить, нет. Только припускать, только слегка, буквально 8-10 минут отваривать. Почему бы не там, почему бы не в той кастрюле? Сейчас все объясню. Так ведь от рыбы снова пойдет пена. И вся красота нашего супа пойдет на смарку. Рыба готовится очень быстро. На самом деле за 8-10 минут бывает готова. А та рыба, что пошла на бульон, точнее головы, хребты, тиша, все это варилось довольно долго. Переваренное, сухое. Разве этому место в тарелке? Ну, если кто хочет, можно и покрошить. Для сытности, для плотности. Но я вам одну вещь скажу. То, что мы сейчас с вами готовим, это 15-16 хороших, добротных ресторанных порций. Ну, если дома, ладно, 12. То есть вы вполне можете готовить из половины тех продуктов, которые я затратил сегодня, и этого будет вполне достаточно. Подливаем еще немного бульону, чтобы соли было где раствориться. А рыба сама должна приготовиться и быть чуточку солонее, чем сам суп, чем сама солянка. Ну, пойдемте сюда, пойдемте к бульону. Бульон процеживаем через сито. Ни лук, ни морковки, ни даже горошинки черного перца мне в нем не нужны. То есть 7-литровая кастрюля. Минус рыба, минус овощи. И у нас остается 5 литров замечательной базы для солянки. И почему же я говорю база? Почему я не называю вот этот замечательный суп солянкой? Да потому что это еще не солянка. В солянке полагается, что были оливки, маслины. Самое время их опускать. В солянке полагается еще и каперсы. Не пугайтесь этого слова, те, кто никогда не встречался с этим продуктом. Там, где продают оливки и маслины, там же рядом непременно будет маленькая баночка с каперсами. Так вот, помимо оливок, помимо маслин, которые сами по себе достаточно соленые, всыпаем пару ложек сахара. Напомним, что я готовлю двойную порцию. Итак, раз сахар, то значит еще и немного лимона. То есть работает вкусовой эквалайзер. Мы добавляем верхние частоты, это лимон, мы добавляем нижние частоты, это сахар. И тем самым украшаем звучание нашей солянки. Понимаете, о чем я говорю? Вот сейчас выдавим немного лимонного сока, попробуем и начнем выправлять на соль. Ох, да что же это я такое говорю? На какую соль выправлять? У нас же сейчас в солянку пойдет еще чрезвычайно соленая копченая осетрина. Да, вот когда добавим копченой осетрины, и когда ее вкус разойдется по солянке, тогда и выправим на соль. Чтобы солянка не выглядела очень уж пустой, я заблаговременно
вытащил осетровые хвостики. А знаете, что вот это? Это визига. Это то, что находится внутри хребта всех осетровых рыб. В прежние времена визигу удаляли из осетра, потому что она портится очень быстро. И эту визигу продавали. Продавали, и с ней готовили замечательные русские пироги. Теперь эта традиция совершенно утеряна. А визигу удаляют лишь только потому, что некоторые считают ее ядовитой. Ну да, когда испортится, тогда и будет ядовитой. Либо для того, чтобы приготовить осетрину целиком. А визига обладает вот таким неприятным свойством. Она выходит сквозь тушу рыбы, понимаете? Выглядит не слишком аппетитно. Для того, чтобы попробовать и разобраться, насколько соленый суп, необходимо согнать жир в стороночку, потому что в жирах, в масле соль не растворяется. Пробуйте чистый бульон. Взяли половником, перелили в индивидуальную ложку и попробовали. Надо еще немного соли и еще немного кислинки. А еще надо нарезать несколько долек лимона. Дело в том, что солянку принято украшать долькой лимона. А посмотрите, красиво, аппетитно. Оставшегося кусочка лимона я полагаю в самый раз. Осетрина из хвостиков, она уже готова. Ей только подогреться. И подавать ее будем вместе с бульоном. А ту рыбку, что припускали отдельно, форель, разумеется, прямо в тарелку. Вот она, только успела побелеть. Побелела? Все, значит, готово. Раскладывайте. Вот так. И, разумеется, по традиции украшаем зеленью. А по другой традиции на край тарелки непременно дольку лимона. Ведь блюдо-то рыбное с лимоном. Ох, как хорошо. Приятного вам аппетита!